Появились еще вопросы или? У меня сейчас личный вопрос такого плана, так как у нас, возможно, сегодня присутствуют люди, которые ни разу не смотрели и не слушали тебя, Светлана, то все-таки немножечко рассказать о том, в каком ты сейчас состоянии, и небольшой опыт за спиной, который ты имеешь по неедению, по оздоровлению, по вот этим моментам, которые у тебя, собственно, сейчас происходят. Очень кратенько, пожалуйста, ну, как получится. У меня было несколько опытов сухого голодания. Первый, он был неосознанный. Это было в мою вторую беременность, было 3,5 месяца полностью без еды и без еды. Первый триместр, ну, с копеечками. Это первый мой был неосознанный опыт. Потом у меня было 4 месяца, потом 3 месяца, потом 2 месяца, и сейчас у меня вот очередной опыт. Насколько он продлится, я пока не могу сказать. И длится он, я уже тоже говорила в другом видео, с 14 марта. Вот. И сейчас я еще депривирую сон. Мне нравится это состояние. Я его очень подробно обсуждаю с ребятами на марафоне по депривации сна, потому что я еще раз повторюсь, что не все вещи, которые я могу раскрыть в марафонах, я могу открыть на большую публику, потому что не все люди готовы к этой информации. Я вижу многие комментарии, которые пишут, но я даже на них не отвечаю, потому что они такие настолько сумбурные, настолько люди просят какого-то доказательства. Я еще раз повторю, что доказательства вы не сможете получить. Если вы сами это не прочувствуете, если вы сами не начнете практиковать, вы никогда не примете то, что я говорю, потому что это такие вещи, которые нужно их именно чувствовать, их нельзя проверить. По-другому, ну, никак. Да, практику можно только понять через практику, уважаемые друзья, это так. И практик поймет практика, а теоретик будет всю жизнь только посмотреть, подсматривать, подслушивать, анализировать и отговаривать, естественно, потому что только через практику вы поймете, как работает ваш ум, как работает ваша психика и другие составляющие вашего «я». Спасибо, Свет.